Всем привет! Меня зовут Настя. Она сказала, что чтобы доехать до Зеленоградска, нужно доехать из аэропорта в Калининград, а потом еще из Калининграда в Зеленоградск, это где-то 1,5 часа. Вообще, я хочу сказать, что, смотрите, я чуть растрогалась, потому что пока... В общем, на самом деле, в прошлый раз, когда я летала куда-то, это был Крым 2 месяца назад, у меня тоже был рейс утром, рано, и что вы думаете? Я проспала. Поэтому сегодня у меня тоже утром рано рейс, и я поставила 100 будильников, попросила, чтобы меня разбудили, и выехала очень заранее, потому что я боялась снова проспать. И вот я хотела купить себе кофе еще где-нибудь, перед Аэроэкспрессом, потому что там вкуснее и дешевле. Вот, но в итоге я подумала, что не буду рисковать и куплю кофе в аэропорту. Поэтому вот оно. И сейчас я скоро пойду на посадку, чтобы опять не рисковать. В общем, всем привет! Я в аэропорту Калининграда. И сейчас я поеду в город, но точнее не в Калининград, а сразу же на море, в город Зеленоградск. В общем-то, многие, с кем я обсуждала Калининград и кто уже был здесь, многие из них говорят, что в Калининграде в самом особо нечего делать, и там достаточно одного дня, и самые лучшие места именно в Калининградской области — это города у моря, рядом с морем. И поэтому я вот поеду в Зеленоградск на 3 дня, а потом на один последний день поеду в Калининград. И изначально я думала, сейчас прилечу, загуглю в интернете, как доехать, сяду там на автобус, или я думала, даже есть поезд, и доеду прямо. Но оказалось, что нет прямых поездов, вообще здесь нет поездов, чтобы... И, как мне сказала хозяйка моей комнаты на Airbnb, не знаю, я не проверяла эту информацию, она сказала, что чтобы доехать до Зеленоградска, нужно доехать из аэропорта в Калининград, а потом еще из Калининграда в Зеленоградск, это где-то 1,5 часа. И я спросила у нее, сколько стоит такси, она сказала 700 рублей. Я такая думаю, что мне, 20 минут за 700 рублей или 1,5 часа, там, неважно за сколько. Конечно же, я ценю комфорт, ценю свое время. Для этого я и работаю. Вот, поэтому... И на самом деле я вызвала Uber даже Select до одного места и потом до другого за 600 рублей. И это будет всего 26 минут. Поэтому очень-очень приятно. Потому что пока я ехала, это было очень красиво, и знаете, это было вот прям, я не знаю, я что-то ожидала, но явно не такое, потому что я не была много где в России, но там, где я была, допустим, на юге, там, чуть-чуть колхозно, то есть там даже если это какой-то хороший район, то все равно там такие, знаете, как странные цветные вывески, которые портят общую атмосферу, и как это выглядит, да, с эстетической точки зрения. А здесь я ехала, и там были маленькие домики, и все зелено, и они не выглядели колхозно, и знаете, и все было так тихо, и как-то дружелюбно. И сейчас, мы уже чуть-чуть отъехали от этого офигенного центра, да, я так понимаю, и чуть-чуть вот как бы на окраину приехали, и здесь тоже, посмотрите, здесь нет людей, и это так странно, это очень-очень странно, но здорово. В общем, я хочу сказать 2 вещи. Во-первых, я не понимаю, где все люди.
Если честно, я в шоке, потому что, ну, я живу в Москве, да, и я живу в самом центре Москвы, и там есть люди всегда, даже ночью. И это так странно, потому что, ну, это, я так поняла, какой-то строящийся район, может быть, это как бы окраина этого маленького города. Ну, здесь нет людей, я вижу одного человека, и он там далеко. Это так странно. Ну, в общем-то, вот я сняла комнату за... Привет. За 7000 на 3 дня. Я так понимаю, что здесь живет еще хозяйка, которой сейчас нету. Ну и здесь очень-очень миленько. Ну, в общем, мои ощущения пока что первый час пребывания здесь такие, что ты как будто в деревне, все зеленое, маленькие-маленькие улочки, там и так далее, но при этом нет, ну знаете, в России в деревнях очень часто там старые дома стоят или там, например, такие магазинчики, знаете, деревенские. Ну а здесь я бы сказала, что как бы кажется, что ты в деревне, но при этом приятные здания вокруг, да, и я еще не дошла до исторической части города. И вот такой садик, очень красивый садик. Ну, в деревнях таких садиков точно обычно не бывает. Вау, посмотрите, как здесь хорошо. Ой, очень, знаете, вот как-то невинно, что ли. То есть как будто... Ну и наивно, не знаю, это выглядит так очень все мило, как будто я не в современном мире, потому что, ну, когда ты сидишь в Москве целый год, ты отвыкаешь от такого, в общем. Конечно, чувствуется, что это как бы маленький город, но, тем не менее, здесь есть такие более современные архитектурные решения. Но, с другой стороны, это очень забавно, потому что как бы это рыночек, а это такие как современные кафе. Ну, блин, по-моему, это вот классика таких маленьких городов. Это так странно после Москвы. Музей. Все, поняла, это как бы карта таких мест, которые стоит посетить. Вот, но что мне не нравится, это вот этот вот красный зонтик. Зачем он здесь? Ну, а церковь, я так понимаю, что это католическая церковь, вероятно. Выглядит по-европейски. Когда мне было, наверное, лет
в 16 я видела где-то вот такие же зонтики. Я думала, ой, как классно, тоже хочу. Ну вот, мечты сбываются. Вообще, когда ты ходишь мимо всего этого, это как бы центральная улица, и здесь вот магазин одежды, ну, знаете, такой очень не из масс-маркета одежды, если сказать можно так. И в такие моменты, и знаете, это вроде как курорт, но все равно здесь вот это вот такие магазины с такой там одеждой, знаете, как там халаты для бабушек или какие-нибудь типа модные платья. И в такие моменты такая прям ностальгия по детству. Ну, потому что я не хочу звучать, ну, пафосно, да, но это правда. Я живу в общежитии в центре Москвы, поэтому я вижу только центр Москвы, и там все, ну, в таком более современном виде, и там нет таких магазинов. И я от этого отвыкла. И такое у меня ассоциируется именно с детством. И смотрите, там шахматы. Я не знаю, если их можно двигать. Ой, их можно двигать. Я бы с удовольствием сыграла, но я здесь одна, поэтому играть не буду. Вот как, ну посмотрите на этот желтый домик, пожалуйста, ну, такого не бывает. Это очень странно, но это здорово, это здорово, это приятно, знаете, вот правда, как будто, ну, идешь тихо, и ты отдыхаешь душой, и, ну, как будто ты не в 2021 году живешь, в хорошем смысле. Я думаю, мне сначала лучше поесть, а потом пойти на колесо обозрения, или наоборот. Просто я еще не ела, ну, я прилетела несколько часов, наверное, назад, вот, но туда мне тоже хочется. А еще вот шахматы, где-то там. Вот здесь, я думаю, что когда начнется совсем сезон, будут открыты палатки с разной едой. Любимое развлечение детей в России. Нет, но это есть в каждой туристической местности. В каждом туристическом месте. И вот обзорное колесо и набережная. Ой, еще шахматы. Почему здесь так много шахмат и шашек? Ну, здорово. Блин, на самом деле, ну вот конкретно здесь набережная сделана в 100 раз лучше, чем в Сочи и в Крыму. Ну, прям она очень хорошо сделана. Именно инфраструктура есть. Качели, вот, качели, скамейки, спортивные какие-то штуки, как спортивные, ой, там плавают, там купаются, спортивные тренажеры. Блин, а так жарко. Я оделась очень, как бы, ну, не так, потому что сначала я надела платье легкое, но я вышла и подумала, не. Тут люди купаются. Ходить, но в воде, конечно, прохладно. Хотя мне кажется, что в моей жизни я купалась в воде с такой температурой. А вот, в общем-то, и я. Да. В общем, я хочу сказать, что для меня это новый формат. Я уже пробовала снимать как бы влог, когда я была в Сочи, у меня есть видео, но я их так и не обработала и не выложила. Надеюсь, с этими видео будет... У этих видео будет лучшая судьба. Я не знаю, что это такое желтое, но я предполагаю, что может быть это тина или водоросли. Я загуглю позже и напишу вам. Вот, потому что я вообще-то тоже хочу помочить ножки, но мне немного стрёмно из-за этого. И вот там
Я думаю, я думаю, что я знаю Куршская коса. Я туда поеду послезавтра и тоже вам покажу. И смотрите, вот сам город с высоты, вероятно, птичьего полета, да. Очень приятно, что зелени больше, чем домов. И там, где я жила, это как... и там, где я была, это в основном, ну, редкость. И почти все дома, за исключением вот некоторых, органично смотрятся. Ну, и так приятно на них смотреть. И вот там вот, я так понимаю, что город Солнечногорск. Я завтра туда поеду точно. Ой, ну вот там. Вот там. И вот море, вон люди купаются там на море. В общем, расскажу вам историю. Я очень люблю марципан. Еще когда я была в 6 классе, мы с моей подругой в моем городе нашли марципан. Он был в виде разных фигурок. Такой, ну, без шоколада, просто марципан. Стоил довольно дорого для нас. Я помню, 40 рублей за одну конфетку. 40 рублей это, ну, как полфунта, но раньше это был, типа, ой, господи, $0,50, но раньше это был целый доллар, когда мы были в 6 классе. И, ну, нам очень он понравился, и с тех пор, как бы, мы любим марципан. И, ну, с каждым годом он все больше и больше начал продаваться в России, потому что раньше это было, как бы, такое более редкое явство, да. Но сейчас он часто продает легко его найти в России, но все равно там в основном марципан продается с шоколадом или с чем-то таким. Я люблю как бы обычный марципан без всего, поэтому, если что, я вам скажу адрес, можете мне отправлять марципан из ваших европейских городов. Ну и ладно, я шучу, но суть в том, что в Калининграде, я так понимаю, что здесь то ли фабрика марципана, то ли из-за того, что рядом с Европой находится, поэтому здесь такой как бы бренд марципана. И я нашла я нашла магазин, там было много марципана, разных видов, разных фабрик, с разными начинками. И там был идеальный марципан, типа за $1 такой целый батончик, он стоил вот $1, был очень вкусный, я куплю таких много штук. Но самое смешное, что я зашла в следующий магазин, причем менее красивый, чем тот, в котором изначально я купила этот марципан, и там он стоил в 2 раза дороже, точно такой же. Это забавно. Но вообще, почему я начала снимать сейчас видео, потому что я пришла в парк, очень красивый парк, и здесь очень-очень красивый дом. Вот я бы в таком доме хотела жить. Посмотрите, очень красиво. Мне это напоминает немножко вот как раз вот Европу, в хорошем смысле этого слова. Ой, очень красиво. Ой, слушайте, очень... Кошечка там идет. Очень приятное место пока что, кажется. Вау. Просто я честно отношусь к курортам России, ну, так себе. Поэтому очень счастлива, когда это превосходит мои ожидания. Ну, блин, на первый взгляд этот парк мне нравится больше, чем все парки в Москве. Хочешь, чтобы прям зелено и много таких классных ностальгических штук, попкорн. Даже цены примерно как раньше были. Вау, здесь даже говорят по-английски. Правда, как будто я не во время ковида живу. Ой, очень красиво, что это такое? А, это кафе-дача, я тут была. Ну, я тут ела 5 часов назад.
Блин, если бы я знала, что здесь так красиво сзади, я бы сразу сюда пошла, а не туда, где я была.